считаете, что генетические заболевания проявляются только в детстве, то вы ошибаетесь. Меня зовут Инна, мне 35 лет, я живу в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Родилась и росла я абсолютно здоровым ребенком, у меня не было никаких проблем. Но в 33 года у меня появились определенные трудности. Хотя, если оглядываться назад и быть более пристальной к своему здоровью, то начались они гораздо раньше, примерно лет в 25. Но симптомы были настолько незначительными, что они, во-первых, не требовали такого внимания, во-вторых, если бы я пришла на тот момент к врачу, я была бы явно не понята. Примерно в 33 года проблемы уже стали требовать внимания, и в начале 2017 года мы обратились к врачу. Начался очень тяжелый, длительный год обследований, который на самом деле был очень тяжелым, потому что заболевание редко, особых патологий никакие анализы не выявляли. Приходилось искать специалистов, которые могли помочь. Ну, в общем, это был очень тяжелый, сложный путь, в котором я принимала активное участие. То есть это были обращения к форумам, поиск врачей в других городах и так далее. Значит, где-то в августе 2017 года мне поставили уже окончательный диагноз. Это болезнь помпы с поздним началом. Еще называют ее гликогеноз второго типа. Суть заболевания в том, что в моем организме вырабатывается фермент в очень маленьких количествах, который отвечает за расщепление гликогена в организме. Для здоровых людей гликоген является энергетическим депо. То есть, если вы пропустили прием пищи, ваш организм возьмет энергию из этого депо. У пациентов с болезнью помпы, к сожалению, это депо, мало того, что оно непостижимо, недосягаемо, оно является разрушителем. Разрушителем, а именно мышц. То есть разрушаются мышцы по всему организму. Это в том числе мышцы, отвечающие за дыхание. Иногда при поздних формах поражается и сердечная мышца. Также поражается печень и другие органы. В сосудах накапливается гликоген. Поэтому ничего хорошего в этом нет. Я сходу получила вторую группу инвалидности, потому что у меня были уже серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И, к моему удивлению, оказалось, что все-таки болезнь помпы является счастливчиком в мире генетических заболеваний, потому что имеет патогенетическую терапию. И препарат зарегистрирован на территории Российской Федерации в 2013 году. Ну, естественно, я, как и вся моя семья, мы очень воодушевились. Но на деле оказалось все гораздо сложнее. Заболевание не входит в перечень жизнеугрожающих, утвержденных на территории Российской Федерации, а препарат не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. И получается тупик. Но это не так. К большому счастью, на моем пути встретилась пациентская организация Центра помощи пациентам ГИНО во главе с ее руководителем Хвостиковой Еленой Аркадьевной. Елена Аркадьевна организовала мне юридическое сопровождение, психологическую поддержку. Она организовывала госпитализации и поездки в федеральный центр. На самом деле, все-таки опять появилась надежда на то, что мы справимся. Да, было сложно. Начался очередной год переговоров, телемедицинских конференций, поездок, бюрократических переписок, обращений в СМИ. Было очень тяжело, потому что, несмотря на мое заболевание, у меня все-таки есть семья, ребенок, работа. Я продолжаю работать, потому что считаю, что если я сяду и начну плакать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Долгий год, интервью всевозможные, атака в СМИ. В общем, был полный дурдом, но 16 ноября 2018 года я получила первую инфузию. И по сегодняшний день я получаю жизненно важную, такую значительную для меня терапию. Я очень благодарна всем, кто оказал мне помощь. И в момент вот этой всей борьбы за диагноз, потом за терапию,
Я искала людей, таких же, как я. Но, к сожалению, когда я гуглила в своем заболевании, я ничего не находила. Уже тогда я понимала, что я не останусь в стороне, что я буду помогать людям, что я не хочу, чтобы больше люди проходили этот путь. И мне пришла в голову идея начать вести свой личный блог под незатееватым названием «Записки редкого пациента». В своем блоге я делюсь абсолютно всем, да, там прописан весь путь от начала получения диагноза до как я получала терапию, как я справляюсь в тех или иных жизненных ситуациях, потому что у меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у меня есть там свои приемы, свои секреты. Я стараюсь делиться с этим, объединять людей с таким заболеванием. Но дело в том, что болезнь помпы насчитывает совсем мало людей, но есть такое заболевание – миопатия, то есть люди, у которых проблемы с мышцами. И вот именно такие люди, вот они как раз и объединяются в моем сообществе и находят поддержку. Так же, как и я от них получаю колоссальную поддержку, заряд, также и они чего-то получают из моего блога. Дело в том, что я очень благодарна, что встретила Катю Лимаеву, и очень для меня большая честь участвовать в этом проекте и рассказать о себе. Объединиться с такими же людьми, как я, которые имеют редкие генетические заболевания, но которые не остаются в стороне, которые продолжают и находят в себе силы делать чуть больше, чем делали, когда даже были здоровы. И это очень важно, это огромный труд, это просто колоссальная поддержка. Поэтому я и приняла участие в этом проекте, не могла остаться в стороне. Хочу пожелать всем никогда, ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Солнце светит для всех. И только вы выбираете, вас будет оно греть или будет палить лучами. Я на своем примере доказала, что в принципе нет ничего невозможного. Главное, чтобы было желание, чтобы было упорство, чтобы хотелось жить, и было ради чего жить. А жить всегда есть ради чего. Если мы родились на этой планете, значит, мы действительно здесь нужны. И нельзя опускать руки, нужно продолжать жить. Желаю всем здоровья, счастья. И еще раз прошу, никогда не сдавайтесь.